Голливуд снова удивляет. Кристина Агилера, Линдси Лохан, Деми Мур, Адриана Лима выглядят так, как будто помолодели на 20 и более лет. Их кожа сияет, фигура просто бесподобна, их лица свежие, сияющие, у них нет никаких следов усталости. Что же они с собой сделали? Это какие-то новые инновационные процедуры, а может быть пластическая хирургия или волшебные капельницы NAD+, которые считаются эликсиром молодости? Давайте разбираться. Сегодня я расскажу вам о секретном голливудском протоколе омоложения, которому следуют все звезды и так прекрасно выглядят. Он включает в себя рекомендации по процедурам, по питанию, по образу жизни, а также по уходу за собой. Ну что же, давайте разберем секреты голливудских звезд. Голливудский протокол включает в себя 5 этапов. Ну что же, давайте начнем с первого. Итак, первым этапом все звезды выполнили удаление филлеров под УЗИ-контролем. Вы можете посмотреть на лицо Кристины Агилеры либо Адрианы Лимы, которые выглядели до этого как подушка, потому что филлеры притягивают воду, и, к сожалению, филлеры не всегда биодеградируют. Поэтому, если у вас стоят филлеры в лице более 2 лет, то имеет смысл выполнить УЗИ лица, чтобы определить их состояние. Если они до сих пор присутствуют в тканях, то лучше их удалить под УЗИ-контролем, то есть локально ввести препарат, который их растворяет. Этот препарат называется гиалуронидаза. Он удаляет остатки филлера, и на этом месте ткани становятся более плотными. И дальше уже можно проводить комплекс процедур. Все это связано с тем, что остатки филлера притягивают воду и могут увеличивать лицо в более чем 2 раза. Также филлеры делают лицо рыхлым, и поэтому возникает гравитационный птоз. Ткани как будто ползут и свисают вниз. Поэтому очень важно перед голливудским протоколом вывести все оставшиеся филлеры из вашего лица. Следующий, второй этап – это, конечно же, общее здоровье и состояние организма. Для этого необходимо сдать анализы и пройти чекап у узких специалистов. Сдаются такие анализы, как витамин D, ферритин, общий белок, гормональный профиль, цинк и B12. Все это связано с тем, что в последующих этапах будут применяться коллаген-стимулирующие препараты. И очень важно, чтобы в организме не было дефицитов, и мы смогли построить правильный, здоровый коллаген, который будет как раз-таки являться омолаживающим фактором нашего лица и организма в целом. И только после того, как мы удостоверимся, что с вашими анализами и организмом все в порядке, можно приступать к третьему этапу волшебного протокола. Итак, следующий этап, самый важный для омоложения лица – коллаген-стимуляция. Сюда можно отнести как аппаратную косметологию, так и инъекционную. Нужно их правильно сочетать. Например, Адриана Лима очень любит инновационный аппарат Ультраформер MPT, который прогревает ткани при помощи ультразвукового луча и таким образом стимулирует коллаген и подтягивает связочный аппарат. За счет этого у лица проходит птоз, также появляются такие красивые скулы, как у Адрианы Лимы, и для этого не нужно проводить операцию по удалению комков беша. Мы видим, какой у нее точеный профиль, и все это связано с тем, что она применяла такую процедуру. А теперь давайте посмотрим на другую звезду Голливуда, Линдси Лохан. Она проводила такие процедуры, как РФ-лифтинг, который также влияет на наш коллаген, стимулируя его синтез. Но несмотря на то, что Линдси Лохан выбирает РФ-лифтинг, я хочу отметить, что Ультраформер MPT намного безопаснее, от него такой же яркий эффект, и при этом нет периода реабилитации, как от РФ. Поэтому я, как доктор, выбираю, конечно же, процедуру Ультраформер MPT. После того, как мы выполнили аппаратную процедуру, важно ее грамотно сочетать с инъекционной. И здесь к нам приходят на помощь такие препараты, как полимолочная кислота. К ней относятся истефил или скульптра. И при помощи векторного армирования лица можно добиться потрясающих результатов. Также полимолочная кислота может быть в виде нити. Например, нити Aptos Visage, которые содержат эту кислоту, вокруг самой нити есть такая специальная оболочка, они также могут вводиться подкожно и тем самым давая эффект лифтинга и в процессе нескольких месяцев еще растворяться и пролонгировать эффект омоложения. Поэтому сюда мы относим такие процедуры, как коллаген-стимуляция препаратом эстефил, скульптра и также установка нити Aptos.
Теперь переходим к следующему этапу. Если первый решал проблему птоза и четких контуров лица, то следующий этап решает проблему качества кожи. Ведь от того, как выглядит наша кожа, зависит восприятие нашего возраста. И поэтому очень важно поработать над ней при помощи специальных процедур, о которых я сейчас расскажу. Первая процедура аппаратная. Это BBL Forever Young. Процедура проводится курсом минимум 3 раза, 1 раз в месяц и позволяет достичь нашей кожи эффекта фотошопа. Но при этом с кожей важно работать также при помощи инъекционных методик. И сейчас я расскажу вам о самой любимой секретной процедуре Ким Кардашьян ПДРН, молекулы, которые получают из спермы лососевых рыб. Да-да, вы не ослышались. Это действительно такой препарат, который разработали в Корее, и Ким Кардашьян является его ярой поклонницей. Что же дают эти молекулы ПДРН? Попадая в кожу, они запускают процессы по регенерации, восстановлению и стимуляции собственной гиалуроновой кислоты. Поэтому мы видим потрясающие эффекты, когда исчезают полностью все морщинки и лицо становится наполненным и красивым. И еще один потрясающий аппарат – это экзосомы, которые получают из жировых клеток корейских девочек. Да-да, вы не ослышались. В Корее это легально и действительно существует такой препарат. Но также есть и его аналог, который получают из растительных средств. Такие препараты можно наносить после РФ-лифтинга, когда у вас кожа травмирована на микротравму, либо после мезотерапии. А также такие препараты можно миксовать вместе с вашей собственной плазмой, то есть PRP-терапией, и также наружно наносить на кожу после микротравматизации. И это дает потрясающий эффект. Экзосомы совместно с РФ-лифтингом работают просто отлично, и мы даже можем увидеть это на лице Линдси Лохан. Посмотрите просто, какая сияющая и красивая кожа сейчас у нее. И пятый пункт – это митохондриальное омоложение. Например, так делает Адриана Лима. Что для этого нужно? Сюда я отношу, конечно же, капельницы NAD+, которые являются современным эликсиром молодости, повышают уровень энергии и, как говорят производители, омолаживают наш организм. Также сюда относится общее состояние организма с нормальным гормональным фоном. А чтобы его поддерживать, важно правильно питаться, употреблять в пищу достаточное количество белка, а также иметь физические нагрузки, такие как анаэробный бег, которые будут помогать вырабатывать собственный NAD-фермент, и также тренировки, которые будут способствовать набору мышечной массы. Ведь мышцы – это основной критерий молодости. С возрастом мы их теряем, и такое заболевание называется саркопения. Это возрастная потеря мышечной массы, а именно делает нас молодым наш силуэт. Поэтому правильно комбинируем силовые тренировки, питаемся с достаточным количеством белка. Помним, что если у нас были дефициты во втором пункте, мы проверяем, смотрим на белок, на ферритин и повышаем его уровень, правильно питаясь и вводя ежедневную физическую нагрузку. И тогда ваш организм при таком комплексном подходе действительно будет выглядеть моложе более чем на 10, а то и 20 лет. Но, к сожалению, конечно, косметология и антиэйдж-терапия не всегда всесильны. Есть сложные случаи, когда имеется выраженный гравитационный птоз. И да, многие звезды делали эндоскопическую подтяжку лица. Это ювелирная работа хирурга, когда при помощи эндоскопических аппаратов при микроразрезе кожи выполняется подтяжка. Она очень аккуратна и незаметна для окружающих, не оставляя рубцы на вашей коже. Поэтому да, многие звезды к ней прибегают, и сейчас это становится новым трендом, что женщины после 38 лет по показаниям могут ее себе выполнять и таким образом продлевать свою молодость на 10 и более лет. Секретный голливудский протокол омоложения – это не просто тренд, это пошаговая стратегия, которая помогает выглядеть моложе и чувствовать себя намного лучше, чем несколько лет назад. Я тоже использую многие из этих методов и хочу отметить, что действительно потрясающий результат можно достигнуть только при комплексной работе. Поэтому в нашей клинике «Молодость» мы разработали голливудские протоколы омоложения, которые вы можете легко повторить и стать такими же молодыми, как эти звезды. Если вы действительно хотите выглядеть моложе, тогда подписывайтесь на мой канал. Здесь все научно о современных методах омоложения.